Тема сегодняшнего занятия, занятие 16, будущее обстоятельства лень. По обстоятельствам. м, У кого-то стартовые условия благоприятные, то есть часть людей, которые достигают успехов, нормальная семья, хорошее образование, подходящие условия для этого в жизни. Ну, нельзя сказать, что таких большинство. Поэтому в большинстве случаев у меня там такие-то обстоятельства, дальше перечень. Все это система самооправданий. Да, и нам это нужно воспринять как систему самооправданий, ну или в целом сам подход каким должен быть. Какие бы там ни были обстоятельства, это начальные условия той задачи, которую нужно решать. Это просто начальные условия. На эти условия люди реагируют по-разному. Желательно понимать, чем больше человек нервничает, тем больше его разум, да, вместе с головой отдыхает. А поэтому вы или спокойно сосредоточены, вы думаете и решаете задачу, или вы нервничаете, ну или там еще есть вариант состояния ближе к летаргическому, сон разума, лень. Ничего не делаю, ни пользы, ни решений, ничего. Да, просто убиваю время. По всем обстоятельствам, которые у нас есть, два основных варианта. Фактически вот эти вопросы человек должен и решать. Понять, что изменяемо, да, возможно изменить в лучшую сторону, это его ответственность, да, изменять. И человек когда становится великим? Да, когда он начинает делать то, что недоступно в принципе для других. Поэтому нужно понимать, что обстоятельства это в большинстве случаев я нашел, как оправдать собственную глупость, слабость, лень и другие свои пороки. Ничего другого в этом нет. Сильный, ты меняешь обстоятельства. Слабый, тройной прогиб, и никто никуда не идет. Все остальное это самооправдание. Ничего другого там нет. А что должен делать разум? Анализировать обстоятельства и отвечать на вопрос, что должно быть изменено к лучшему, что нельзя действительно изменить, почему. Да, нужна мудрость, чтобы эти задачи разделить на две части. Обязательно есть то, что необходимо изменять и возможно, и обязательно есть та часть, где человек должен достойно пройти испытание, да, выдержать достойно, не жалуясь на жизнь, без негативных эмоций. Да. Виновен, не надо ныть, нужно рассчитывать обстоятельства, планировать свою деятельность и, пожалуйста, делать следующий шаг. И не ставить себя в такие жесткие условия, но которые позволяют тебе вынырнуть и начать двигаться вверх. Следующее – лень. Да, второй блок вопросов – это лень. По лени, собственно, что? По большому счету, это идеал. Да, вот идеал – это на что человек равняется, то, с чем он советуется. Для чего? Для глупости и маразма. Да, это же вот нужно быть маразматиком, чтобы считать, что лень приведет тебя к успеху и к счастью, что она даст хоть какой-то позитивный результат. Даже для вот этого, для глупости. Поэтому для глупости лень – это идеал. Вот именно вот так, с помощью лени, ничего не делаешь и надеешься на чудо. Да, поэтому для глупости, для маразма это идеал. Ну, глупость в том числе это что? Не думать о последствиях, не рассчитывать свои шаги, не планировать свою жизнь, да, на какую-то отдаленную перспективу. Это глупость. Не думать. Да? Поэтому для глупости и для тщедушия, для слабости всех видов и мастей. Да? Потому что если человек себя вот таким воспринимает, ой, это лень. Да? Если у него работают в голове, да, в сознании противоположные сценарии, да, то есть ум, ответственность, то что ему нужна сила, потому что человек понимает, каких-либо результатов можно достичь каким образом? Только своими действиями. Действиями, преодолениями, сражениями. Там, где большая часть людей уже не могут пройти, им страшно, им лень, трудно. Если есть воля, если есть решимость, сильный человек проходит. И чем выше у него воля, чем выше у него решимость, тем больше для него доступно там, где другие просто сдаются.
Поэтому необходимо, чтобы вместо лени была сила в виде идеала. То есть человек бесстрашный, быстрый, энергетичный, да, который способен проходить там, где другие останавливаются. Тогда он может получать результаты выше среднестатистических. Ну и последнее по визуализации. Собственно, о чем суть. Да, визуализация, мы представляем свое будущее, себя в этом будущем, и мы испытываем при этом некоторое состояние. Вот нас интересует что? Мы представляем себя в будущем, и нам нужно работать, ну, по крайней мере, такой значимый, огромный этап, пока вы не войдете в соответствующую роль. Вы ощущаете, вот она сила, вот оно влияние, вот оно успех, да, вот оно, да, вот все, что нужно позитивное, вы это получаете. Когда вы получаете? Когда вы решаете, по крайней мере, две задачи. Вы правильно что-то поняли, сделали, представили, настроились, вы подключились к первоисточнику, это один источник энергии, и внутри вашей системы раскрываются, распаковываются, это второй источник энергии. Да, и задача вот работать над представлением ваше будущее, вы в этом будущем, да, как это все происходит, пока вы не получите максимальную энергию. А пока энергия не побежала, и представление о будущем не дает вам вот такое классное состояние, вы задачу не решили. Да. Где именно не решили? Собственно, что может быть? Первое – это неправильно поставленная цель. Вот максимальный поток энергии, прилив энергии сверху. Это одно условие. Второе условие, в принципе, что гасит? Если вы боитесь, вы закрываетесь. Да, если у человека присутствует, скажем, внутри страх или какие-то другие проблемы, они, даже если он подходит действительно к правильной постановке своей цели, он не испытывает это состояние, да, потому что его проблемы перекрывают. Поэтому, когда человек представляет свое будущее, он должен себя слушать и научиться различать. Вот ты сейчас слушаешь что? Это твое воодушевление, стремление, все хорошее, или это проблемы берут за горло? Да? Поэтому правильный ответ возможен только тогда, когда проблемы не берут за горло. То есть, когда проблемы не включаются, тогда ваша душа может себя проявлять в том виде, каком она есть. Да? Поэтому, когда мы представляем себя, а для успеха нужно себя в этом будущем представлять. Вот нужно, чтобы, когда мы работаем с этим, чтобы наши фантомы вошли в эти эгрегоры, получили право там находиться, получили необходимые подключения, пошла информация, пошла энергия. Фантомы пошли обучаться, пошли общаться с другими фантомами, да, с фантомами других людей, которые также стремятся к успеху, или там с наставниками какими-либо, уже достигли каких-то показателей.